Они уходили на фронт юными, полными надежд и мечтаний. Многие из них к тому времени уже были профессиональными актерами и могли получить бронь, но взяли в руки оружие и пошли защищать родину. Алексей Смирнов. До войны Алексей Смирнов успел окончить театральную студию при Ленинградском театре мускомедии и даже сыграть одну роль в оперетте. В 1940 году его призвали в армию, а с началом Великой Отечественной войны отправили на фронт. Смирнов был командиром огневого взвода в минометном полку, воевал на Западном, Брянском, Первом Украинском, Втором Белорусском фронтах. В 1944 году вместе со своим взводом отбил деревни Анацковцы, Журавку и Пиляву, а также город Староконстантинов, лично взял в плен 7 фашистов. За мужество, проявленное в этих сражениях, старший сержант Смирнов получил орден Красной Звезды, орден Славы Третьей степени и медали за отвагу и за боевые заслуги. Он был награжден орденом Славы Второй степени. До Берлина старшине Смирнову дойти не удалось. Он получил контузию, и после госпиталя его комиссовали. В 1946 году Алексей Смирнов вернулся на сцену родного театра мускомедии, а вскоре перешел в Ленгосэстраду. В конце 50-х начал сниматься в кино и вскоре стал одним из самых узнаваемых и любимых актеров второго плана. Николай Еременко в 1941 году, после окончания ремесленного училища, работал в Новосибирске токарем. Когда началась война, 16-летний молодой человек приписал себе 2 года. Николай попал на фронт, был ранен и оказался в плену в фашистском концлагере. Несколько раз он пытался бежать, выжил чудом и воевал в составе подпольной группы сопротивления. Боря Ясень. Мишка Квакин в фильме «Тимур и его команда» погиб в начале войны. Леонид Оболенский. В октябре 1941 вместе с другими преподавателями в ГИКа ушел в Московское народное ополчение. В Брянско-Вяземском окружении попал в плен и концлагерь в Баварии. Бежал из плена. До освобождения Молдавии скрывался в монастыре под Бендерами под именем монаха Лаврентия. После войны был арестован и осужден. В 2005 году посмертно реабилитирован. Володя Константинов. Ушел на фронт в 1941 году. Погиб в марте 1944 недалеко от Таллина. Первая и последняя роль – Петя Гулливер в кинокартине Александра Птушко «Новый Гулливер». Николай Трофимов. В годы Великой Отечественной войны служил в рядах военно-морского флота. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды, медалью за оборону Ленинграда, за победу над Германией. Рина Зеленая. Екатерина Зеленая, настоящее имя актрисы, сыгравшей знаменитую черепаху Тортилу, в атаку не ходила и гитлеровцев лично не била. Но свой вклад в копилку победы она тоже внесла немалый. В составе концертных бригад артистка Московской госэстрады постоянно находилась на фронте. В наградном листе к ордену Красной Звезды написано: находясь на 4-м Украинском фронте, товарищ Зеленая вместе с боевыми частями прошла через Карпаты. В минуты передышки между боями в землянке, разрушенном сарае или на поляне выступала для рядовых офицеров и генералов. Осенью 1945-го актриса побывала в Берлине, где, по собственному признанию, расписалась на Рейхстаге. Борис Иванов. Лейтенант интендантской службы. Воевал на Северо-Западном фронте. Начальник штаба батальона в 14-м гвардейском полку 7-й гвардейской дивизии 10-й гвардейской армии. В апреле 1942 года был тяжело ранен и до сентября лежал в госпиталях с угрозой ампутации рук. Награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней. Элина Быстрицкая. Во время войны работала во фронтовом передвижном эвакуационном госпитале санитаркой. Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалью за победу над Германией. Владимир Кашпур. Участник Великой Отечественной войны.
Штурман авиации, принимал участие в боевых действиях. Награжден медалью за победу над Германией. Николай Гринько. Мало кто знает, что исполнитель роли папы Карла, гвардии старшина Николай Гринько, в годы войны служил в дальней авиации. 619-й батальон по аэрообслуживанию относился к авиации дальнего действия ВВС СССР. За годы Великой Отечественной дальняя авиация произвела около 220 тысяч боевых вылетов, в некоторых участвовал и Николай Гринько. Евгений Весник. Воевал 3 года. Награжден 2 медалями за отвагу, орденом Отечественной войны 2 степени, орденом Красной Звезды, медалью за взятие Кенигсберга, 2 медалями за отвагу, медалью за победу над Германией. Сергей Бондарчук. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Валентин Зубков. Участник Великой Отечественной войны. Летчик-истребитель. Зоя Василькова. Участница Великой Отечественной войны. На войну ушла добровольцем в 17 лет. В боях была ранена, контужена. Леонид Гайдай. В 1942 году Леонид Гайдай призван в армию. Первоначально его служба проходила в Монголии, где он объезжал лошадей. Находиться в мирной Монголии они считали стыдным. Кроме того, новобранцев частенько забывали кормить, и они страшно голодали. Когда приехал военком отбирать пополнение в действующую армию, на каждый вопрос офицера Гайдай отвечал: «Я». «Кто в артиллерию?» «Я в кавалерию». «Я во флот». «Я в разведку». Чем вызвал недовольство начальника. «Да подождите вы, Гайдай», — сказал военком, — «дайте огласить весь список». Из этого случая через много лет родился эпизод фильма «Операция И». Гайдай служил во взводе пешей разведки, неоднократно ходил во вражеский тыл брать языка, был награжден несколькими медалями. В 1943 году, возвращаясь с задания, Леонид Гайдай подорвался на противопехотной мине, получив тяжелейшее ранение ног. Около года провел в госпиталях, перенес 5 операций. Ему угрожала ампутация, но он от нее категорически отказался. «Одноногих актеров не бывает», — сказал он. Последствия этого ранения преследовали его всю жизнь. Время от времени рана открывалась, выходили осколки, воспалялась кость, и эти мучения длились годами. Он был инвалидом, хотя никогда никому не говорил об этом. Посторонние об этом не только не знали, но и не догадывались, потому что Леонид Иович терпеть не мог показывать свои болезни или недомогания. У него был настоящий мужской характер. Алексей Миронов. 17 лет ушел добровольцем в армию, приписав себе год. Командир огневого взвода 1342-го зенитного артиллерийского полка 23-й зенитной артиллерийской дивизии. Воевал на Северо-Западном, Воронежском и Первого Украинском фронтах. Участвовал в битве за Москву, Курской битве, битве за Днепр, освобождении правобережной и Западной Украины, штурме Берлина. Награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалями за отвагу, за взятие Берлина, за победу над Германией. Юрий Катин-Ярцев. Великая Отечественная война – огромный и важный этап в биографии Юрия Катина-Ярцева. Он служил в железнодорожных войсках, строил мосты на Дальнем Востоке, затем попал в действующую армию, на Воронежский фронт. Он участвовал в боях на Курской дуге, был на Первом Украинском фронте и Четвертом Украинском. В конце войны Катин-Ярцев стал кавалером ордена Красной Звезды. Евгений Буренков. Ушел на фронт со школьной скамьи, прошел всю войну. Воевал в составе частей Балтийского флота. Награжден орденом Красной Звезды. Евгений Матвеев. Участник Великой Отечественной войны. На фронте пробыл недолго, был назначен преподавателем в Тюменское пехотное училище. Рвался обратно на фронт,
но его многочисленные прошения так и остались без внимания. Анатолий Папанов. До войны актер самодеятельного театрального коллектива Анатолий Папанов успел сняться в эпизодах 6 фильмов. В 1940 году его призвали в армию, а через год перебросили из Оренбурга под Харьков. В первом же бою из 42 человек осталось в живых лишь 14. В звании старшего сержанта Анатолий Папанов командовал взводом зенитной артиллерии. В 1942 году под Харьковом получил тяжелое ранение, в блиндаж попала бомба. Живым откопали только Папанова, его контузило и взрывом оторвало 2 пальца на ноге. В 21 год актер стал инвалидом 3-й группы, был комиссован и несколько лет ходил с тростью. Вернувшись в Москву, Анатолий Папанов поступил на актерский факультет ГИТИСа. В институте сильно не хватало юношей, большинство было на фронте, поэтому на его хромоту и трость не обратили внимания. В конце 40-х он уже был актером театра сатиры, а в 60-х – известным киноактером. Зиновий Герд. Когда началась Великая Отечественная война, Зиновию Герду было 25 лет, и он уже успел поработать в 2 театрах – Театре кукол и Арбузовской студии. Ушел на фронт добровольцем в 1941 году. Свою профессию он скрывал, не хотел оказаться во фронтовой самодеятельности. После прохождения специальных сборов в Московском военно-инженерном училище был отправлен на Калининский, а затем на Воронежский фронт. Служил в звании гвардии старшего лейтенанта на должности начальника инженерной службы гвардейского полка. Зимой 1943 года был в роте, расчищавшей подступы к Харькову, и получил тяжелое ранение в ногу осколком танкового снаряда. В больнице Герд провел около года, перенеся заражение крови и 11 операций. После выздоровления одна нога стала короче другой на 8 сантиметров, и хромота осталась с Гердом на всю жизнь. Был награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной звезды. Войну закончил в молодежном театре при дирекции фронтовых театров, после чего много лет был актером кукольного театра Образцова. Первую большую роль Зиновий Герд получил в 1962 году. Владимир Этуш. Этуш вспоминал, что стал свидетелем событий, предвещавших начало войны, хотя в тот момент он не осознавал их значимость. В ночь перед объявлением войны, возвращаясь домой после вечеринки, он заметил, как машина немецкого посольства проехала мимо него на большой скорости. Позднее он узнал, что в той машине находился немецкий посол, который доставил Молотову меморандум о начале военных действий. Будучи студентом Щукинского училища, Этуш имел право на отсрочку от армии, но, увидев пустой зал во время спектакля, он понял, что его место сейчас на фронте. На следующий день он записался добровольцем. В школе Этуш изучал немецкий язык, благодаря чему его готовили к работе в разведке, однако его направили непосредственно на фронт. В составе стрелкового полка он участвовал в боях в Ингушетии, Осетии, а также в освобождении Ростова. В звании лейтенанта он командовал полком, организовывал эвакуацию раненых и доставку боеприпасов. За выдающуюся службу и мужество в борьбе против немецких захватчиков на фронтах Второй мировой войны актер был удостоен ордена Красной звезды. После того, как в 1943 году он был ранен, актер был демобилизован с военной службы с инвалидностью 2-й группы. Не теряя времени, Владимир Этуш продолжил обучение на 4-м курсе Щукинского училища. Спустя год он присоединился к труппе театра имени Вахтангова. В 1950-х годах он начал свою кинокарьеру, быстро завоевав признание как талантливый исполнитель. Георгий Юматов. Это вдохновляющий пример мужества и героизма. Его детская мечта стать моряком привела его в военно-морскую школу, а затем на фронт в самом начале Великой Отечественной войны. В возрасте всего 17 лет он служил юнгой в торпедном флоте, был сигнальщиком на бронекатерах Азовской и Дунайской флотилий. Юматов принимал участие в ряде ключевых операций, включая штурм Измаила и освобождение Бухареста и Вены.
Его участие в рукопашной схватке во время боя за Венский мост и выживание, несмотря на огромные потери, подчеркивают его несгибаемый дух. Награждение медалью Ушакова, одной из высших наград для моряков, является признанием его личного героизма и вклада в победу. После войны Юматов продолжил свою карьеру, став известным актером, и его военный опыт, без сомнения, добавил глубины его актерскому мастерству. Георгий Юматов прошел через множество испытаний во время Второй мировой войны, включая ранения, контузии и ситуации, когда его жизнь висела на волоске. Несмотря на все трудности, он был отмечен высокими государственными наградами, в том числе Орденом Отечественной войны второй степени и медалями за освобождение городов Европы, а также за победу над Германией. После войны Юматов вернулся в Москву и продолжил свою карьеру в искусстве, став актером на киностудии «Мосфильм» и в театре-студии киноактера. Настоящее признание и слава пришли к нему в 1970-х годах, когда он стал одним из самых узнаваемых лиц советского кино. Его опыт и переживания во время войны, несомненно, обогатили его актерское мастерство и добавили глубины его ролям на экране. Павел Луспекаев. Легендарная фигура, чья жизнь была полна испытаний и трудностей, начиная с его ранних лет. В возрасте всего 15 лет он ушел на фронт, став одним из самых молодых участников партизанского движения. Его мужество и решимость проявились во время боевых действий, где он неоднократно рисковал своей жизнью. Луспекаев перенес серьезные испытания, включая ранение, его отказ от ампутации рук и настойчивость перед лицом медицинских прогнозов, показывают его несгибаемую волю. После войны, несмотря на последствия обморожения и проблемы с кровообращением, которые в конечном итоге привели к ампутации пальцев, Луспекаев не только продолжил свою жизнь, но и достиг значительных высот в актерской карьере. Его опыт на фронте, безусловно, повлиял на его творчество и подход к актерскому мастерству. В 1944 году Павел Луспекаев демобилизовался из армии и был зачислен в труппу Ворошиловоградского драматического театра. Через 2 года актер уехал в Москву, поступил в театральное училище Щепкина и стал одним из лучших учеников. В 50-х годах Луспекаев начал сниматься в кино, но главной для него оставался театр, он выходил на сцену ведущих театров Тбилиси, Киева и Ленинграда. Антонина Максимова. Участница Великой Отечественной войны, радистка. Евгения Козырева. Участница Великой Отечественной войны, на фронт ушла добровольцем. Петр Глебов. На фронт ушел добровольцем. Служил в зенитно-артиллерийском полку, который охранял от гитлеровских самолетов западный сектор Подмосковья, Очаково, Переделкино, аэропорт Внуково. Награжден Орденом Отечественной войны второй степени, Орденом Красной Звезды и медалью за оборону Москвы. Владимир Гуляев. Юра из «Весны на Заречной улице», милиционер из фильма «Бриллиантовая рука». Десятки ролей простых парней сыграны народным артистом РСФСР Владимиром Гуляевым. А меж тем этот добродушный уволень был асом бомбардировок. В 1942 он окончил Пермскую авиашколу, став летчиком-бомбардировщиком, а потом переучился на летчика-штурмовика летающего танка Ил-2. И вот он уже бьет немцев на земле Белоруссии, Прибалтики, Германии. Вот что сказано в наградном листе, в котором Гуляева представили к ордену Отечественной войны первой степени. Бомбами и огнем из пушек он уничтожил и повредил 2 танка, до 20 автомашин, 10 конных повозок, создал 4 очага пожара, расстрелял до 30 солдат и офицеров. В мае 1945 года Владимир Гуляев был представлен ко второму ордену Красного Знамени. Перечень его подвигов впечатляет. Воюя уже в небе Германии, своими бомбардировочными и штурмовыми ударами Гуляев уничтожил и повредил до 15 автомашин, 4 полевых орудия, создал 3 очага пожара, подавил огонь 5 огневых точек, расстрелял до 30 вражеских солдат и офицеров. А 24 июня 1945 года Владимир Гуляев принял участие в Параде Победы на Красной площади и считал это событие главным в своей жизни. Павел Винник.
В 16 лет, приписав себе недостающие годы, стал солдатом стрелкового полка. Дошел до Берлина. Награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, орденом Красной Звезды, медалями за взятие Берлина, за победу над Германией. Федор Никитин. Участвовал в обороне блокадного Ленинграда. Был командиром взвода Народного ополчения Ленинградского фронта. 22 июня 1941 года молодой актер драматического театра Михаил Пуговкин снимался в эпизоде фильма «Дело Артамоновых». Эпизодическая роль купца была для него дебютной. А через 2 дня актер ушел на фронт добровольцем. Служил разведчиком в стрелковом полку. Серьезное ранение Пуговкин получил в 1942 году под Ворошиловградом, его ранило в ногу, началась гангрена и встал вопрос об ампутации. Ему удалось уговорить хирургов полевого госпиталя попытаться спасти ногу: «Я же артист. Как же я работать буду?» Ампутации удалось избежать, но после госпиталя актер был комиссован. За мужество в боях он получил орден Отечественной войны второй степени. Кстати, Пуговкиным он стал именно в госпитале, настоящая фамилия актера была Пуганькин, но в больничные документы вкралась ошибка. Владимир Заманский. Война для 15-летнего Володи Заманского началась в родном городе Кременчуг. Там погибла его мать. Тетке удалось вывести его в эвакуацию в Ташкент, но Заманский рвался на фронт. Прибавив себе годы, он поступил в техникум связи и в 1944 попал в действующую армию. Будущий народный артист РСФСР служил в легком самоходно-артиллерийском полку сначала радистом, а потом и заряжающим. Николай Пастухов. В 1942 году ушел добровольцем на фронт. Воевал в составе латышской дивизии, получил специальность связиста, служил в танковой части, был ранен. Награжден орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги, за победу над Германией. Юрий Никулин. Сразу после окончания школы в 1939 году Юрия Никулина призвали в армию, а через несколько дней началась Советско-финская война. Никулин служил под Сестрорецком в зенитной батарее, которая охраняла небо Ленинграда. Там же будущего актера застала и Великая Отечественная война, и уже в первые дни сражений батарея Никулина открыла огонь по фашистским самолетам, которые закидывали Финский залив глубинными минами. После контузии был переведен в зенитный дивизион под Колпино, а победу встретил в составе Курляндской группы войск. За участие в боевых действиях Никулин был награжден 3 медалями за отвагу, за оборону Ленинграда и за победу над Германией. В мае 1946 года был демобилизован в звании старшего сержанта. После ряда неудач в театральных вузах Никулин поступил в школу-студию клоунады. Но кино его ждало. И в 36 лет актер впервые появился на экранах в эпизоде фильма «Девушка с гитарой». С этого началась кинокарьера Юрия Никулина как разнопланового актера. Командир взвода Стржельчик показал себя смелым воином. В армию начинающего актера БДТ призвали еще советско-финскую кампанию в октябре 1940 года. А когда началась Великая Отечественная дивизия, в которой служил Стржельчик, сначала защищала его родной Ленинград. За мужество, проявленное в сражениях за родной город, Стржельчика наградили медалью за оборону Ленинграда. Несмотря на все тяготы и лишения, командир отделения запасного стрелкового полка, старший сержант Владислав Стржельчик в перерывах между боями не забывал про любимое ремесло, работая долгое время в армейском ансамбле. Стржельчик, будучи командиром взвода, принимал непосредственное участие в боях за расширение плацдарма на реке Вуокса, где показал себя смелым, отважным и преданным нашей родине воином, сказано в представлении Стржельчика к медали за боевые заслуги от 26 октября 1944 года. При форсировании упомянутой речки он был контужен. За мужество на фронте Владислав Стржельчик был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Иннокентий Смоктуновский.
С началом Великой Отечественной войны отец Иннокентия Смоктуновского ушел на фронт, оставив 16-летнего сына за старшего. В 1942 году он работал в госпитале при размещенной в Красноярске воинской части и одновременно был статистом в местном драматическом театре. В начале 1943 года поступил в военное училище в Ачинске, но вскоре был пойман за собиранием картошки на общественном поле и отправлен рядовым на Курскую дугу. Участвовал в освобождении Киева, под огнем форсировал Днепр с боевыми донесениями в штаб. Во время одного из сражений под Житомиром попал в плен, но сумел сбежать по дороге в германский лагерь. Через заснеженный лес обессиленный Смоктуновский добрался до поселка Дмитровка, где его вылечила семья местных жителей, с которой потом он общался до конца жизни. Окрепнув, Смоктуновский присоединился к партизанскому отряду, а когда отряд объединился со стрелковым полком, стал командиром роты автоматчиков. В звании гвардии младшего сержанта участвовал в освобождении Варшавы, войну закончил в немецком Гревесмюлене. За военные подвиги Смоктуновский получил медали за отвагу, медаль за освобождение Варшавы и за победу над Германией. Демобилизовавшись в 1945 году, Иннокентий Смоктуновский вернулся в Красноярск и поступил в студию при драмтеатре. Недолгое пребывание в плену сделало Смоктуновского неблагонадежным, он получил запрет на проживание в 39 крупнейших городах. Актер переехал в Норильск, потом работал в Махачкале. Спустя 10 лет после войны он смог приехать в Москву, и вскоре театр и кино узнали выдающегося артиста Иннокентия Смоктуновского. Юный Петр Тодоровский вместе с семьей эвакуировался дважды. Сначала они бежали от немцев из Кировоградской области Украины, потом из Сталинграда в Саратов, где будущий режиссер в 1943 году закончил военно-пехотное училище и отправился в действующую армию. Его подразделение освобождает Польшу и участвует во взятии Берлина. И, судя по наградным листам, весьма героически. Петр Ефимович был награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени. Будущий король эпизодов Алексей Ванин тоже приписал себе год, чтобы отправиться на фронт. И вскоре получил медаль за отвагу. Вот как он рассказывал, за что. Снайперы выходят на охоту на нейтральную полосу. Надо найти подходящее место и ждать. Когда первый немец из хаты вышел, нагнулся, я должен был на курок нажать. Одно дело по дичи или по мишеням стрелять, а тут живой человек, хоть и враг. Всего меня заколотило, но выстрелил и попал. Вскоре следующий вышел. Увидел, что лежит, подошел, тут я и его уложил, на этот раз уже рука не дрогнула. Потом была Польша. К этому моменту Алексей Ванин стал разведчиком. Австрия и Чехословакия, в которой он закончил войну. Алексей Захарыч, помимо перечисленного, был награжден еще орденами Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красного Знамени и медалью за освобождение Праги. Владимир Басов. Летом 1941 года 18-летний Владимир Басов пришел в Авгик, чтобы узнать, какие документы нужны для поступления и какие экзамены предстоит сдавать. Но вместо экзаменов тем же летом он ушел на фронт. Лейтенант интендантской службы сначала занимался организацией художественной самодеятельности, а позже в звании старшего лейтенанта командовал батареей минометчиков. Зимой 1945 года во главе штурмовой группы захватил опорный пункт немецкой обороны и был тяжело контужен в бою. День Победы встретил в звании капитана и в должности помощника начальника оперативного отдела артиллерийской дивизии прорыва. За военную доблесть был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. Ему прочили прекрасную военную карьеру, но капитан Басов предпочел уволиться, а в 1947 году поступил на режиссерский факультет в ГИКа. Режиссер Басов стал еще и популярным актером, сыгравшим более 80 ролей в кино. Валя Литовский. Пушкин в фильме «Юность поэта» погиб летом 1941 года под Минском. Николай Дупак. На фронте с первых дней войны.
Гвардии лейтенант. Служил в пехоте в 6-м гвардейском корпусе. Трижды был тяжело ранен. В 1943 году комиссован по инвалидности. Кавалер орденов Красного Знамени Отечественной войны первой и второй степени. Николай Прокопович. На фронте с 18 лет, с 1943 года. Прошел боевой путь от солдата до командира отделения. В апреле 1945 года в Германии был ранен, войну закончил в госпитале под Берлином в звании старшего сержанта. Награжден 6 медалями и орденом Отечественной войны второй степени. Григорий Плужник. В первые дни войны, отказавшись от брони, ушел добровольцем на фронт. Участвовал в Сталинградской битве и освобождении Румынии. Младший лейтенант, техник-телеграфист. Награжден медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за победу над Германией. Владимир Самойлов. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны второй степени. Сергей Гурзо. В 16 лет добровольцем ушел на фронт. В Польше в 1944 получил тяжелое ранение, после чего год лечился в госпиталях.